Итак, друзья, продолжаем. Я что сделал? Дорисовал, подрисовал, немножко желтого все-таки добавил, выделил, более четко прорисовал растение, добавил немножко красного, немножко серого. Здесь я сделал, дескать, у нас такая медная, патины добавил немного. Сейчас мы с вами рисуем следующее. Берем черный цвет, прям черный. Я хочу нарисовать шипы. То есть они будут идти вот так, да? Раз. Здесь обнимать и выходить сюда. Это у нас будет такой шип. Любимая вещь, которая на самом деле используется многими, мне кажется, домами, рыцарями. На геральдических щитах, на геральдических знаках я это видел. Так, здесь у нас он обгибает и идет сюда, вот так вот. Это один, а их будет два. Второй, наоборот, огибает его вот так. Выходит вот здесь, вот здесь. В общем, вот как-то так получается. Так, теперь само тело шипа предлагаю рисовать вот этим вот цветом. Это лиана пока еще будет. Лиана. Здесь надо хитро поступить. Это будет сверху идти. Лиана. Это снизу. Дескать. Погодите-ка. Нижнюю надо прорисовать более четко. Давайте черным пошире дадим. Более широкие полосы. Ну ладно, дальше что-нибудь придумаем с ними. Еще. Это из-под него выходит. Бум. Так, здесь это сверху будет идти, а это снизу. Дальше мы не нарисовали шипы. Сначала рисуем тоже черным. Все достаточно просто, как вы видите, да? Набрасываем черным. Так. Потом, сейчас будем прорисовывать их светлым уже тоном. Прорабатывать будем их уже исходя из того, что один снизу, другой сверху виден. Это надо учесть нам, когда мы будем его прорабатывать. Так. Все это занимает достаточно немного времени, как вы видите. Вот такой вот получается. Итак, теперь надо было все-таки нам начать немножко другим цветом. Добавим сейчас. Сейчас мы дадим его тот же оранжевый, да, берем.
И проработаем места пересечений. То есть что мы делаем? Внимательно смотрите. Этот заходит на него, и поэтому у него есть как бы он более темный здесь в этом месте будет. Тень будет. Везде места теней нам нужно будет обозначить. Подчеркнуть заодно и черным. Чтобы уже вопросов не было. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, да? Накосячили чуть-чуть. Но это ничего, мы поправим. Исправить всегда можно все. Так, надо более жидким делать красочку, чтобы она лучше рисовалась. Так, ну что, берем наш оранжевый и указываем места более темные. Там везде, где заходит за... Ну, вниз, выходит из-под нее, заходит под что-то там и так далее. То есть даже я вижу... Ну, сейчас, погодите. Давайте-ка теперь добавим беленького. Чуть-чуть. Чуть-чуть добавим белого. И теперь рисуем, наоборот, пики. Пиковые высветления на нашем на нашей ветке с шипами. Ага. Контролируем их, да? Соответственно, здесь чуть темнее. Ну, все шипы я предпочту выделить светлым тоном, даже если они внизу. Ну, они будут лучше выглядеть. Просто визуально смотреться лучше будут. Вот так. Раз. Раз. То есть не забывайте, да, что объем все-таки должен быть у нас везде дан. Поэтому, то есть в любом фрихенде, запомните, рулит объем. Даже если у вас не хватает техники, не хватает каких-то навыков, самих простых для, имеется в виду для, как работать с самой краской, да? Вот как, видите, я работаю, я вообще как бы не напрягаюсь. Я автоматом беру все это дело и делаю уже на автомате. Это просто опыт. Так вот, если у вас опыта не хватает, вы запомните, объем решит все вопросы. Вот у нас вот такой вот уже появляется фрихендик, да? Вот здесь, вот в этих местах, ну, где рядом с черепом, надо сделать темнее их. Поэтому я возьму черный, возьму коричневый. Немножко смешаю с черный с коричневым. Добавлю в нашу базу оранжевую. И сделаю здесь еще темнее. В этом месте. Саму границу. Вот так вот. И везде пройдусь, где у нас, по идее, должны быть тени, да? Везде им пройдусь. По нижним слоям, ну, по нижним, вот видите, он все тоже имеет же, стебель имеет как бы свою толщину, соответственно, имеет и объем. Поэтому мы его можем дать вот так. Так, сейчас поправим все, что у нас. Поправляем, да, вот здесь он там раз, он здесь выходит типа наружу.
Давайте даже более плавный переход ему сделаем. Дескать, он тут раз и вышел наружу. Подтянем даже часть шипчика. Сейчас подрисуем его, не переживайте. Мы их подрисуем всех. Все можно поправить. Помните об этом, да? Сейчас давайте сначала светлым поправим все косячки наши, а потом уже возьмем черный и поправим черным. Ну, подчеркнем, так скажем, границы. Вот здесь накосячили чуть-чуть. Ладно. Решим. Краска очень жидкая сейчас. Просто капельки воды практически, видите? Ее можно сконцентрировать, можно, ну, кисточкой можно не концентрировать. Вот здесь у нас, да? Давайте смешаем черный и коричневый. И вот здесь дадим границу между черепом и стеблем. Также подчеркнем некоторые шипы. Блин, что-то засохло. Кисточка засохла. Смачиваем в воде опять. Обновляем красочку. И подчеркиваем. Вот здесь вот прям надо более тщательно рисовать. Сейчас, минуту. Поправим. Поправим. Даже дадим немножко тени. Здесь вот. Смотрите. Раз. Где она у нас может быть еще? Вот здесь, например, да? Раз. Ну, крайне маленькая здесь. Вот так вот сделаем. Это даст объем необходимый. Видите, да? Сразу начинает работать. Вот так и делается объем. Выбираем места, которые могут быть с тенями, да, например. Вот смотрите, вот здесь вот внизу вот здесь вот, можем даже сделать вот так с вами. Нарисовать тень от всей лианы. Дескать, она у нас есть. Такая прям аж. Здесь просто подчеркнуть. Здесь просто подчеркнуть. Так, вот не забывайте, да, что это круглый стебель, поэтому вот здесь вот, где находится, один находит на другой, будет тень круглая. Вот мы рисуем ее кругляшком. Таким, как будто округлый. Видите, раз. Вот они такие ненавязчивые. Вот у нас получается то, что нам нужно. В принципе, я даже больше делать ничего не буду, скорее всего. Меня устраивает результат. Ну, может быть, сейчас подрисую еще чуть-чуть вот эту вот штуку подвыделю. Ну, не знаю, возьму, может быть, смесь коричневого и бежевого. Ну, не надо, не надо ли вопрос. Единственное, что я сделаю точно. Я любимые свои нанесу штришки. Блин. Так, чуть больше белого. Сейчас, минутку. Что мы сделаем в финале?
Да? В финале мы дадим вот такие вот, ну это все-таки металл, да, у нас. Он царапанный. Мы это показываем. Вот и все. Все, друзья. Следующее видео будет, как рисуем окантовку золотом.